Здравствуйте! В этом выпуске мы будем делать эффектное текстурное покрытие для торта с элементами декора. Делается все достаточно просто. Будем использовать обычный крем для покрытия, элементы из мастики и элементы из желе. Начинаем нашу работу с выравнивания торта. Нам нужно покрыть торт стабильным кремом. А так как сейчас уже холодно, можно использовать даже обычные крема на масле. Главное, чтобы они в холодильнике затвердевали. В данном случае я использовала ганаш средней плотности в составе масла, шоколад и шоколадная глазурь. Основа на торте, то есть крем у меня не окрашен. Я его оставила таким, как он есть. А для текстурной части нам нужно немножко сделать другой оттенок. Я окрашивать не буду, просто уберу желтизну. Желтизну из крема хорошо убирает фиолетовый цвет. Вот я использую лавандовый. Будет даже лучше, если краситель не полностью разойдется в креме, чтобы остались вот эти маленькие гранулы красителя. Потом они также интересно оставляют за собой след при покрытии. Теперь нам нужно сделать кривую по торту и обозначить, где будет находиться текстурный декор. Он у меня будет занимать где-то 1/3 часть торта. Наношу крем с помощью кондитерского мешка, вот так обозначаю. Торт у нас должен быть с холодильника, холодным. А крем, конечно, комнатной температуры. Заполняем это место кремом. И теперь наша задача состоит в том, чтобы вот эту часть покрытия нужно выровнять. Занимаемая площадь текстурного покрытия может быть разная. Можно взять половину торта, можно взять, как у меня, 1/3. То есть тут уже зависит от будущего дизайна торта, какая задумка у нас. Не надо делать слишком толстый слой. Желательно где-то 2-3 мм, чтобы вот так было, не слишком толстый слой. Теперь я уберу здесь немного крема. Сделаю такое углубление. Сюда вставлю мастичный декор. Теперь можно убрать торт в холодильник, а за это время я подготовлю элементы декора из мастики. Для этого нам понадобится любой молд, который есть у вас. Это могут быть цветы, либо какие-нибудь завитушки. Я буду использовать только вот эти мелкие элементы декора. Здесь берем обычную сахарную мастику, просто делаем оттиск. Приблизительно такой же толщины, как сделана у нас основа для текстуры. И теперь разделяем на мелкие элементы вот этот весь декор. Мне придется сделать несколько таких цветочных композиций, чтобы вырезать именно те детали и обойти весь стык. Пока мастика гибкая, выкладываем по стыку кривой линии. После этого нам нужно соединить элементы декора с кремом. Сначала подравниваем мастихином, а потом еще нужно будет пройтись и выровнять поверхность шпателем. Углубление мы закрываем также декором из мастики. И здесь чуток не хватает крема. Но в принципе докладывать крем, если остался, можно во время всей работы. Главное, чтобы это было в нужном месте. Здесь еще прикреплю маленький цветок. Мне кажется, что он будет кстати. И в дальнейшем мы используем трафарет.
Где можно купить такие трафареты? В описании есть ссылка. Перед трафаретом желательно торт убрать в холодильник, чтобы крем был более холодным и чтобы мы не поцарапали покрытие. Я использую только часть трафарета, вот мне нужны только такие детали трафаретного рисунка. Получается 3 части, 1 сверху и 2 на боку торта. Теперь наше текстурное покрытие нужно затонировать. Я буду тонировать 2 способами, мокрым и сухим. Здесь я использовала только 1 краситель, вот лаванда. Сейчас развела его с водкой и с помощью губки буду тонировать. Губку хорошенько отжимаем, чтобы не было слишком яркого цвета. И вот такими движениями проходимся по покрытию. Крем должен быть холодным, чтобы мы не испортили покрытие. Вот сильно не нужно, слегка вот оттеняю, делаю вот такой оттенок. Лучше разводить на водке либо на спирте, потому что таким образом краска быстро высыхает и мы сможем спокойно работать дальше. И после этого я еще тонировала сухим образом. В данном случае я хотела выделить вот эти элементы декора, края текстурного покрытия и вот трафаретные отпечатки. Выделю более ярче. Как мне показалось, что такой цвет очень хорошо будет сочетаться с розовым. Поэтому имитацию стекла я делала из желе и выбрала розовый цвет. Я использовала виноградный компот и чуток добавила розового. Как приготовить вот это желе, также я напишу в описании под видео. Это тоже все просто. Готовится желе, заливаются формочкой, а потом мы его используем для декорирования. Мне нужны мелкие осколки, что-то похожее на стекло, поэтому я сначала вот разрезаю, а потом измельчаю ножиком. Вот у нас получаются такие замечательные как бы осколки. И что самое главное, их можно кушать, потому что это желе вкусное. Теперь можем дополнить наш декор. Осколки из желе я крепила на растопленный желатин. Лучше всего держится. Пришлось несколько раз разогревать в микроволновке, так как торт холодный и желатин быстро застывает, но держит такой декор очень хорошо. В принципе, я посчитала, что сюда больше добавлять ничего не нужно. Мне понравилось вот такое сочетание, оно все как бы нежненькое. А такое текстурное покрытие можно делать в разных комбинациях, использовать золотой кондурин, съедобный бисер, сочетается с разными цветами, бабочками, топерами. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Бегу готовить следующий выпуск. А вам желаю творческих успехов. До следующего выпуска.